Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. И вот наконец закончился 2025 год. Хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, чтобы следующий год был намного лучше, чем прошлый. Чтобы в следующем году вы добились всего того, чего хотите, потому что прошлый год был очень плохим, особенно для меня. Сегодня в этом видео мы как раз вспомним немного прошлый год, что я смог сделать за этот год. Также расскажу планы на следующий 2026 год. И самое главное, в конце видео у меня будет обращение к разработчикам игры World of Tanks Heat, компании Wargaming. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, также для продвижения канала. А теперь начинаем. Этот 2025 год был для меня очень плохим и очень тяжелым. У меня, к сожалению, уже больше 11 лет идет темная полоса, как я уже не раз про это говорил на стримах. Как у меня все началось с 2014 года, и каждый год только становится хуже, хуже и хуже. И в каждый Новый год я вхожу со словами «Новый год, новые проблемы». Но в этом году я все-таки как-то поменял свой настрой, несмотря ни на что, и хочу в Новый год войти с хорошими мыслями, и чтобы в следующем году у меня жизнь наконец налаживалась во всем. Может быть, конечно, дело в этом. Как я уже не раз говорил, я не верю в чудеса, не верю в Бога, не верю ни во что. Я по жизни реалист. Но может быть, вдруг реально как-то настрой меняет что-то. И вот мы как раз это и проверим. И в 2026 год, как я говорил, я хочу войти с другим настроем, с мыслями то, что все у меня в следующем году получится, что я хочу, и жизнь будет налаживаться. И все пойдет в лучшую сторону, а не в худшую, как это было последние 11 лет. Что, короче, я сделал за 2025 год? Так, коротко вспомним. Толком практически ничего нового мне изобрести, так сказать, не получилось, потому что все уже мной было придумано давным-давно. Из форматов было что? В начале года, практически в феврале, я выпускал видео донаты стримершам, которое, к сожалению, очень сильно не оправдало ожидания по количеству просмотров. Видео очень интересное, уникальное для калибра. Поэтому, если вы еще не видели, обязательно зайдите, посмотрите, подсказка будет у вас, как всегда, в верхнем углу. Это видео уже выходило во время бана Ютуба, и когда калибр уже скатился, и, возможно, из-за этого не оправдало ожидания по просмотрам. Но хотелось бы больше, потому что было потрачено много сил, времени и денег еще в данном случае. А так, в основном, в этом году я делал видео по World of Tanks Heat. Практически 90% видео в этом году было сделано именно по танкам. Потому что, для большинства нормальных зрителей не секрет, то, что я собираюсь уходить в эту игру из калибра. Правда, когда это произойдет, до сих пор неизвестно, потому что Wargaming до сих пор еще не объявили дату релиза. Но, по слухам, релиз должен произойти в начале 2026 года. Поэтому я очень надеюсь, что это действительно произойдет в начале, а не к лету. Или даже будет какой-нибудь перенос. Потому что переносы уже были неоднократно. Тоже эту тему обсуждали не раз. И я вот весь год, практически 25-й, пытался переводить свой канал на новую игру. Когда был второй альфа-тест, я стримил. Потом после альфа-теста я постоянно выпускал видео по танкам, по разным темам. И, как я сказал, 90% видео было связано именно с этим. Потому что, и тем более еще по калибру, никакого желания что-то делать нет. Потому что игра скатилась, как я уже не раз говорил. Калибр уже полумертвый, можно сказать. И тем более судим по онлайну. И просмотры на видео тоже не набираются. Опять же, вот по этим причинам. Из-за бана Ютуба и из-за того, что игра уже мертвая, по сути. И мне просто нет желания ничего-либо делать по калибру. Я только стримлю, чтобы как-то пока что поддерживать канал. Также в этом году я поставил очередной рекорд. На одном из своих стримов я стримил сразу на 5 платформ. Это, конечно же, YouTube, ВК Play Live, где я постоянно стримлю. А также Трова, платформа черных Twitch и Рутуб. До меня такого в калибре не делал никто, насколько я знаю. У меня, кстати, вообще последние года вошло в традицию каждый год делать какие-то рекорды, так что, надеюсь, в следующем году я тоже что-то такое сделаю, что не делал никто. И теперь переходим к плохому. Что случалось плохое за 2025 год? Это мы только говорим про канал. В принципе, большая часть года было более-менее что-то нормально, но главные проблемы именно начались с ноября месяца у меня. В ноябре месяце, кто постоянно бывает на стримах, те знают, что в ноябре я получил страйк от компании Wargaming. Я уже, в принципе, не раз эту тему комментировал. Тут, можно сказать, такая ситуация была. В то время я играл на супертесте World of Tanks Heat с мая месяца. И я делал новостные видео по тому, что происходит на супертесте. Я брал новости с телеграм-канала новостного. Но я не знал, что эти новости все равно нельзя рассказывать. Ну, я как думал. Эти новости попали в открытый доступ, значит, их можно рассказывать. Но мне никто не сказал, что нельзя их рассказывать. И за это я получил страйк. Я уже не раз
тоже говорил про эту тему, что формально я нарушил НДА, но по факту я не нарушал. Потому что с моего аккаунта личного никаких сливов информации из супертеста не было. Было все взято уже то, что попало в открытый доступ. Но все равно Wargaming посчитали то, что я нарушил, и исключили меня с супертеста, и кинули страйк на канал. И после этого мне пришлось удалить все новостные видео и вообще все видео, которые связаны с супертестом. После удаления этих видео мне страйк отозвали, и проблема решилась. Но все равно после этого канал получил очень сильный удар из-за того, что пропало большое количество просмотров, там несколько десятков тысяч примерно. И из-за этого алгоритмы YouTube стали хуже продвигать мой канал. И как скоро я выберусь из этой ямы, никто не знает. Как долго я еще буду выбираться оттуда. Потому что после этого у меня активность еще сильнее упала. И пока что никак не восстановилась. Когда уже прошло более 1,5 месяцев после этой истории. Сколько времени мне сидеть на дне, я не знаю. Тем более, я вам напомню, я еще по мертвой игре контент делаю. Поэтому тут такое, неизвестно, сколько это продлится все. Но, как говорится, проблемы на этом не закончились. И после того, как я получил страйк, проблемы с компьютером начались. Мне там пришлось винду пересносить, все это переустанавливать. Проблемы до сих пор у меня с настройками микрофона. Хоть я настроил все по гайдам, но все равно иногда звук бывает пропадает. Я вот не понимаю, в чем проблема. Золотое правило, которое я обычно придерживаюсь всегда в жизни. Работает, не трогай. Тут, к сожалению, вынужденно получилось потрогать, потому что у меня просто комп, по сути, умер в моменте. Был синий экран и не хотел загружаться, и мне пришлось переустановить винду. И после этого до сих пор я микрофон нормально настроить не могу, и звук пропадает. Поэтому если во время этого видео звук будет пропадать, не удивляйтесь. Что-то, видимо, там не так, хотя я все настраивал по гайдам, как в интернете рассказывали. И последние проблемы с каналом, которые были в этом году, снова пошла волна 18+ на мои стримы. Потому что, как вы все знаете, в Калибре самая самая отбитая у***шная целевая аудитория. Я ни в одной игре таких опущенных не встречал. И эти обиженные жизнью периодически кидают мне жалобы на канал, и из-за этого мне приходит 18+. Потому что стримлю я уже более 3 лет, и мне никогда не приходило 18+. Когда я всегда стримил одинаково, я всегда матерился, всегда горел, и никогда мне не приходило 18+. Но последний год стало периодически приходить, даже на видео, на стримы многолетней давности. Что это значит? Значит, обиженки кидают жалобы целенаправленно. Я примерно понимаю, кто это делает, если что это связано с кое-каким стримером, но я не буду сейчас это имя называть. Кто в теме, тот понимает, про кого я говорю, но сейчас я называть его не буду. Как-нибудь в другой раз обсудим. Когда, например, я уже из Калибра уйду. И он, и несколько его парней, с которыми он в одно место долбится в свободное время, так сказать, они кидают мне жалобы. И вот именно в декабре мне чуть ли не на каждый стрим приходит 18+. Не знаю, как на момент выхода этого видео будет, но вот на момент записи этого видео из последних, наверное, 10 стримов на 8 мне пришло 18+. Потому что обиженки жалуются. И, как я неоднократно говорил, обиженных в жопу ебут. И, как говорится, в аду еще свидимся. Как говорится, будет кто мне воду подносить. Потому что обиженных не только в жопу ебут, но еще и на них воду возят. Короче, эту тему закрыли и переходим дальше. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде. И в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости, опять же, от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка — это лучший способ это сделать. Давайте, наверное, поговорим немного о планах на следующий год. Я в следующем году хочу очень много всего сделать. Как я уже неоднократно говорил, 2026 год будет переломным для меня и для моего канала. Или, как еще казах говорил, эпохальным. В 2026 году я буду полностью менять направление канала. Как я уже сегодня упоминал, я собираюсь уходить в World of Tanks Heat из Калибра. И, наконец-то, буду играть нормально
нормальную игру, где буду сам еще получать удовольствие от игры, и канал будет жить. И планируется очень много контента нового по танкам. Будут не только стандартные стримы и гайды по технике, но еще будет какой-нибудь новый контент, челленджи какие-нибудь будут, коллаборации с другими стримерами и много всего другого. Я буду пахать как не в себя, особенно после перехода в новую игру, чтобы как-то спасти свой канал. Мало того, что из-за бана Ютуба и из-за мертвого калибра каналу плохо, так еще и страйк тоже на это повлиял, как мы уже сегодня обсуждали. И мне нужно будет выбираться из этой ямы. И за 2026 год я планирую хотя бы вернуться к тем цифрам, которые у меня были до июля 2024 года. Это 20 среднего онлайна на ютубе. И на ВК Play статистика повысится. Я планирую вернуться хотя бы к таким цифрам. Возможно, даже у меня получится еще лучше. Как я уже не раз говорил, для меня практически нет ничего невозможного. Я в жизни из каких только проблемных ситуаций не выбирался. Поэтому я уверен на 100%, что у меня здесь тоже все получится. Да, после перехода в новую игру часть аудитории отвалится, потому что не все будут играть в новую игру. Но также новые люди тоже придут. И, как я сказал, я уверен, что у меня все будет хорошо в новом году. И канал у меня будет только расти, а не умирать, как это происходит сейчас в Калибре. Короче, в новом году планируется много всего нового. Особенно много нового контента по танкам. Кое-что вы увидите уже завтра. Конечно, это не новое, я уже это делал даже еще в декабре 2024 года. Но подобного контента, я надеюсь, в следующем году будет побольше, чем до этого. Теперь, наверное, перейдем к последней части видео. Это обращение к разработчикам World of Tanks Head компании Wargaming. Конечно, маловероятно, что кто-то из них посмотрит это видео, но я очень на это надеюсь, что кто-то из них это увидит. Тем более, как показала практика, если они мне кинули страйк, значит, они знают о существовании моего канала и, возможно, что-то смотрят. Поэтому я очень надеюсь, что вы, уважаемые господа из Wargaming, посмотрите это видео и услышите то, что сейчас я буду говорить. В очередной раз я хочу перед вами извиниться за вот эту историю со сливом информации с супертеста. Как я уже не раз посты делал, что я слил информацию нецеленаправленно, или, как это можно сказать, наверное, неосознанно слил информацию. Я не знал то, что этого нельзя делать. И я еще раз хочу извиниться, что так вышло, и хочу сказать, что в будущем подобного не повторится. Я буду брать новости только с официальных источников ваших. Это либо с сайта, с Дискорда, либо со страницы игры в Стиме. Ни с каких левых групп либо сайтов я новости брать не буду до официального анонса. Я также очень надеюсь, что вот этот, конечно же, неприятный случай никак не помешает нашим отношениям в будущем. Как я уже не раз говорил, то, что я хочу с вами сотрудничать, чтобы и игру вашу продвигать еще больше, особенно среди игроков в СНГ регионе, а также и чтобы для своего канала какой-то плюс получить. Я очень надеюсь, что даже несмотря на это, какое-то партнерство у нас с вами получится в будущем. И вот этот, конечно же, плохой случай никак этому не помешает. И я надеюсь, что мы про него забудем, потому что этот вопрос уже решен. Я очень надеюсь, что вы это услышите, и в будущем все будет заебись. Что с игрой, что и с моим каналом. Также хочу вас поздравить тоже отдельно с Новым годом. В 26-м году вы выпускаете игру, которая будет популярной 99%. Хочу пожелать вам, чтобы запуск игры произошел как можно быстрее и очень хорошо, без каких-либо проблем. Потому что World of Tanks Head это не только уникальная игра про танки, которой не было до этого, так еще для меня это хороший шанс остаться на ютубе и не забросить свой канал после Калибра. Потому что в Калибре я уже нахожусь из последних сил. Поэтому хочу вам пожелать удачи. Надеюсь, у вас все получится. И в будущем мы с вами вместе сможем нормально работать. Чтобы была польза как игре, так и моему каналу. На этом обращение к Wargaming все. И, наверное, в целом видео тоже буду заканчивать. Я уже, в принципе, что хотел, все рассказал. Надеюсь, ничего не пропустил. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на Телеграм с новостями. Сегодня вечером, если что, все равно еще будет стрим перед Новым годом. Всем до скорого и всем пока.